Я считаю, что вот сегодня вот эта встреча, в котором участвует не только вот представитель Вестник Кавказа, но и представитель научного общества МИГИМО, МГУ и РГГУ, это еще раз говорит о том, что если здесь как информационное агентство, одна из ведущих, и вот три этих вуза, которые никому не секрет, что не только в Москве, но и в России являются ведущими вузами, говорит о том, что все-таки это не просто мы говорим о черных страницах нашей истории, но в истории бывают и хорошие события, и плохие события, и положительные моменты, и неположительные моменты. Это жизнь. Но это говорит о том, что это и неизученные страницы. Потому что если нам на сегодняшний день, может быть, даже очень хорошо, что до сих пор не преподавали студентам. Потому что то, что сейчас, если мы увидим страницы интернета, там заблудиться не только студенту, а человеку, который имел профессиональное историческое образование, сложно. Потому что больше дезинформации, чем информация. Или она односторонняя. И нету там полного исчерпывающего момента, ну, то есть, если прочитаешь ты несколько страниц, ты будешь в противоречиях, где правда, где неправда. Поэтому я понимаю, что с 91 года до сегодняшнего дня происходившие события относятся больше к политике и, к сожалению, даже не только, может быть, с одной стороны, что мир открылся, и это является не только частью региональной политики, это является одним из актуальных вопросов и мировой политики. Но кому не нам, получившие историческое образование, несмотря на то, что это, еще раз я повторяю, является частью политики, но прошло уже 20 лет. С 92-го, вот по Хожаланскому событию. Там по другим событиям чуть больше. Но можно было, я думаю, что нужно без пристрастий глубоко изучать это. И я здесь согласен с мнением выступавших, как Алексей Викторович, тем, что надо и глубоко анализировать это все. И, конечно же, постараться дать причины возникновения этого процесса и понять, почему это произошло. Говорят, что история ни к чему не учит. Я несколько раз говорил об этом. Историю учит. Историю учит только тех, которые знают эту историю. Если человек не знает, конечно, он ни к чему не будет учиться. И, конечно, если делать выводы с этого. Потому что продолжение этих событий, это итогом которого является трагедия людей, это просто недопустимо. Это с одной стороны. С другой стороны, существуют вопросы, которые мы в связи с этими проблемами весь мир вроде бы решает, и все лучшие эксперты говорят, что этот вопрос тупиковый. А почему они тупиковые? Может быть, мы как раз таки не изучаем корней этих вопросов, потому что до сегодняшнего дня нет четкого представления, а если была бы она четкое представление, есть не только конфликтующих сторон, может быть даже не конфликтующих сторон, а той стороны, которая ученых, которые бы без пристрастия подошли бы к этому вопросу. И, может быть, изучая все это, мы могли бы и найти пути решения этого вопроса. То есть здесь и не только историкам было бы полезно, не только вот сегодняшним и будущим поколениям было бы полезно знать историческую правду, но, может быть, эта историческая правда стала бы рычагом для решения вопроса, и она, вот эта историческая правда и признание этой исторической правды привело бы к качественному изменению в сознании людей. По большому счету, вот мы сейчас говорим о том, что
вот как демон, я согласен вот с Путиным, что по поводу того, что была одна идеология, пошла другая идеология. И согласен с Алексеем Викторовичем по поводу того, что мысли эти были же и в советское время, были, но это были мысли на бытовом уровне и на уровне сознания определенных интеллигенций. И она всегда будет. Но потом, именно благодаря этой пропаганде, этих ложных идей, может быть, даже они в какой-то грани правильные, но абсолютизировать их, это уже получается, любую истину, когда ты абсолютизируешь, получается абсурд. И благодаря этому, то, что вот этой идеи перешли и через пропаганду стали движущим силам масс, произошло то, что произошло. Все эти трагические события, которые произошли. И сегодня, если одна сторона говорит о Ходжалах, они говорят о Сумгаите и о Баку, если другая сторона говорит о Сумгаите и Баку, не говорит о Ходжалах, или там тоже в Таджикистане узбеки говорят одно, таджики говорят другое, это тоже приводит к тому, что нету полной картины. Если я убежден, что если не будут профессионалы показывать историческую правду, тогда вот те же люди, которые начали вот эту пропаганду, мы льем воду в их мельницу. Их мельница не перестает работать. Они вот как с самого начала поднимали вот эту идею крайнего национализма, который привело к таким трагедиям. Мы даем им возможность продолжать ту же политику. И если мы даем им продолжать возможность ту же политику, это как болезнь будет переходить из одного места в другую, конечно, тогда остановить эти процессы или говорить о том, что они не будут, сложно. Поэтому я еще раз хочу сказать и завершить этим свое выступление, что очень и очень хорошо, что сегодня этот вопрос поднимается, тем более прошло много лет, 20 лет это немало. Но, с другой стороны, опоздание, это, я думаю, что чисто профессионально, чисто по-человечески историки не имеют права. Уже надо обследовать, надо исследовать все это. Спасибо большое, спасибо, Исмаил Алиевич. Жень, вот тут уже многие аспекты касались, да, надо как бы подвести черту в первой фазе нашего обсуждения, но все-таки у меня остался один вот нерешенный вопрос. Ведь, допустим, да, национальные элиты стремились к большим правам в Прибалтике, да, в Грузии, допустим, безусловно. В Центральной Азии я бы не сказал, потому что для некоторых стран вообще выход из состава СССР это был путь к катастрофе. Там это люди здравомыслящие понимали. Ну а руководство СССР, вот нет ли здесь какой-то исходной точки в том, что слабые политики, слабые правители оказались не способны предложить республикам новую повестку дня, которая могла бы учитывать стремление к большей самостоятельности, но при этом к сохранению вот того поля, ну, по крайней мере, неконфликтного поля, который бы обеспечил, даже если в перспективе какого-то будущего там разбегания по национальным квартирам республики, но без крови и без вот этого болевого шока, последствия которого мы ощущаем до сих пор. Ну, здесь, как в этом отношении, есть четкость и глубина как раз мысли о том, что мы часто циклимся, что и разделяем историю до 91 года, после 91 года. На мой взгляд, надо все-таки вести здесь отсчет реально с 85 года, потому что вся большая страна и все то постсоветское пространство, о котором мы говорим, оно начало меняться с 85 года. И по этой причине необходимо, опять-таки, внимательно разглядывать не только политическую составляющую, но и экономическую, как раз вот говорили здесь о сломе моделей, не только политической, но и экономической. И вот глубокий анализ должен быть, на мой взгляд, как с исторической точки зрения, ну, гуманитарного аспекта, так и экономисты, и люди, занимающиеся цифрами, математикой. У них тоже есть поле деятельности для того, чтобы изучать внимательно все те процессы в связке с историками, в связке с гуманитарным аспектом.
Потому что страна преобразилась в 1985 году, и все эти процессы неразрывны. Нельзя делить вот 20 лет. Это не 20 лет, реально в 2015 году будет 30 лет. Тому постсоветскому пространству. И роль личности в истории, конечно, здесь, ну, как ни крути, она огромна, и о слабине лидера говорится много, особенно в последние годы, опять отмечает 20 лет развала Союза. В чем слабость-то? Возможно, слабость в том, что реальной программы и понимания, опять-таки, куда движется страна, не было. Было желание что-то поменять, но что поменять, как поменять, куда поменять. И, кстати, с этим сталкиваемся мы иногда и сегодня, опять-таки, предусмотреть на далеко идущие какие-то построить планы и четко их выполнять в нашем сложном мире достаточно проблематично. Можно строить там стратегии и прочие дела, но как одно дело, когда стратегии строятся, а другое дело, когда это принимается, по сути, единоличное решение, что мы теперь будем двигаться в другом направлении. Экономическая основа новой России, Азербайджана, Украины, Армении, далее, так сказать, да, далее везде, она начиналась именно с 87-88 годов. И здесь, вот, на мой взгляд, слом экономической модели привел из того, что экономисты советского мышления с присланными западными советниками, что, в принципе, повторилось потом и в начале российской истории, они не то чтобы не справились, их реально завели немножко в другую сторону. А бедность, помноженная на зерна, заложенные зерна национализма, она дала вот этот взрыв, на мой взгляд. У меня вот очень важный вопрос ты коснулся, но у меня представление так все-таки, что у человека, наверное, вот у каждого, да, есть какие-то хорошие и плохие качества, да, но зверем он от рождения не становится. Отец и мать его все-таки воспитывают как в большей части там, нормального ребенка, которого свойственно понимать, что такое добро и что такое зло. А так получается, ведь это же не какой-то маньяк ходил там, допустим, во время Карабахской войны там у людей убивал. Это же... Как тогда это объяснить? Это что, кооператив в этом виноват? Нет, здесь, конечно, вопрос не в кооперативах, а в тех элитах, которые вы как раз отметили, которые стремились взять себе в этот момент все, не взирая на какие-то этические, там, моральные и другие ценности, и пытались разделить страну, в прямом смысле слова, по каким-то цехам, по каким-то, не знаю, отрезкам и зонам влияния.